Всем привет! Сегодня у нас обучающее видео, как выбрать и как подключить сабвуфер, а также два сабвуфера. Это один из наиболее задаваемых вопросов у нас при консультации. Люди не понимают, что такое ваты, омы, каналы, как подключить два сабвуфера параллельно, последовательно. Очень много вызывает это вопросов, вгоняет в людей ступор, и в итоге люди совершают либо неправильный выбор на основании цифр, в которых не разбираются, либо идут к мастерам хорошим, если повезет. Зачастую мастера не очень хорошие советуют или то, что им нужно продать, или просто потому, что не разбираются. Сегодня мы постараемся донести вас в очень простой форме, как на основании заявок усилителя, заявок сабвуфера подключить один сабвуфер, два сабвуфера к моноблоку, к четырехканальнику, к двухканальнику. Вот все эти вопросы мы постараемся осветить. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, задавайте. Если вы эксперт и вам покажется, что я говорю что-то не так, также поправьте меня в комментариях, буду за это очень признателен. Итак, мы сделаем следующее. Начнем с одного сабвуфера и с моноблока. Как подключить сабвуфер к моноблоку. На что смотреть при выборе сабвуфера, на что смотреть при выборе моноблока, какие провода и к чему подключать. Поехали. Итак, рассмотрим самый простой вариант, когда у нас есть моноблок и есть сабвуфер с одной катушкой. С одной или с двумя катушками мы можем легко определить, увидев две пары терминалов, либо одну. Вот этот у нас сабвуфер с двумя катушками. Если бы терминалы был только плюс и минус, с одной стороны, это был бы сабвуфер с одной катушкой. Дальше нам нужно посмотреть заявку. Она написана в инструкции, и она всегда пишется RMS и Max, пиковые значения или номинальные. Здесь у нас RMS 350 Вт, значит моноблок нам нужно подбирать с номиналом 350 Вт. Вот здесь начинаются сложности небольшие. У сабвуфера, как правило, пишется заявка по мощности, номинальная и пиковая, и сопротивление. Допустим, у нас 4 Ом. Этот сабвуфер с одной катушкой, если бы он был. У усилителя же мы увидим разные показатели мощности при разном сопротивлении. Допустим, у него будет написано 300 Вт при 4 Омах, 600 Вт при 2 и 900 Вт при подключении в 1 Ом. Вот так выглядят заявки усилителя. Здесь подобрать проще простого. Мы видим, что у сабвуфера заявка 350 Вт в 4 Ома. Смотрим, сколько отдает усилитель в 4 Ома, 300 Вт. И желательно, чтобы этот показатель был больше, чем у сабвуфера. Например, если сабвуферу заявка 350 Вт в 4 Ома, значит усилитель нужно подбирать, чтобы в 4 Ома он отдавал 400-500 Вт. Больше, чем номинал сабвуфера. Как подключить ниже? Очень часто спрашивают, как подключить этот сабвуфер в 2 Ома и в 1 Ом. Если у вас сабвуфер одна катушка в 4 Ома, то подключить его в 2 Ома или в 1 Ом невозможно. Забудьте об этом. Собственно, все. При такой компоновке мы подключаем плюс и минус сабвуфера к плюсу и минусу усилителя. Вот таким образом. Это самый простой вариант, который может быть. Если сабвуфера две катушки, здесь идет уже небольшое усложнение. Как правило, на таких сабвуферах тип заявки не меняется. Мы будем видеть всю ту же мощность, номинал 350 Вт и, возможно, максимальные значения. У всех разные, может и 1500 быть, и 1300. Не смотрите на максималку. Всегда смотрите на номинальные значения, они более-менее приближены к реальности. И у сабвуфера с двумя катушками будет еще показатели, которые будут выглядеть вот так. Они могут выглядеть либо цифра плюс цифра, 2 плюс 2, 4 плюс 4, 1 плюс 1, либо D1, D2, D4. Это обозначает у нас дуал 1, две катушки по одному Ому, то же самое, что здесь 1 плюс 1, дуал 2 и дуал 4. Когда вы видите эти показатели на сабвуферах, это значит, что сабвуфер у нас с двумя катушками, и, соответственно, мы здесь видим, какое сопротивление у каждой катушки. Например, сабвуфер D2, либо если написано 2 плюс 2, у него две катушки по 2 Ома. В этом видео именно такой сабвуфер сегодня. 2 плюс 2 Ома, вот здесь можете увидеть написано. И подключить такой сабвуфер вы можете либо в 1 Ом, либо 4. Никак по-другому этот сабвуфер подключить вы не сможете. При любом типе катушек 2 плюс 2, 4 плюс 4 или 1 плюс 1, если вы подключаете параллельно катушки, не пугайтесь, я сейчас объясню, что значит параллельно и что значит последовательно. Если вы подключаете их параллельно, то первое число делится на второе. Вернее, можно сказать, само на себя, они всегда одинаковые. То есть в этом случае у нас получится при параллельном подключении 1 Ом, при последовательном подключении 4 Ома.
Вот при последовательном они складываются, при параллельном делятся друг на друга. Вот и все. Других вариантов нет. Очень часто тоже спрашивают, как сабвуфер 2 плюс 2 подключить в полома или в 2 ома. Это невозможно. 2 плюс 2 вы можете подключить либо в 1, либо в 4. Точно так же 1 плюс 1 вы можете подключить либо в 0,5, либо в 2. Как это выглядит в реальности? Вот они наши две катушки. Одна 2 ома и другая 2 ома. Вот он плюс-минус одной катушки, плюс-минус другой. Чтобы подключить этот сабвуфер к нашему усилителю в 1 ом, то есть параллельно, мы должны плюс одной катушки соединить с плюсом другой и подключить к плюсу моноблока. С минусами сделать то же самое. Минус одной катушки с минусом другой и подключить к моноблоку. Это называется параллельно. Чтобы подключить последовательно, нам нужно плюс одной катушки соединить с минусом другой. Это очень важно. Не на одной стороне замкнуть, а друг напротив друга. Я покажу с перемычкой. Мы соединяем плюс одной катушки с минусом другой. Замыкаем их. И у нас остается плюс и минус от других катушек. Их мы и подключаем к моноблоку. Таким образом у нас сопротивление получается 4 Ома. Если у нас у усилителя заявка в 4 Ома ниже, да, например, там 150 Вт, а в 1 Ом как раз, которая нас устраивает, значит нам нужно подключать этот сабвуфер параллельно. Итак, разобрались с одним сабвуфером, усложняем задачу. Один сабвуфер 2 плюс 2 и второй сабвуфер 2 плюс 2. Если мы хотим подключить их параллельно, то есть нам нужно на выходе получить полома. Если мы подключим параллельно сабвуфер 1, таким образом, соединяем плюс с плюсом и минус с минусом. Таким образом у нас вот здесь получается 1 Ом. То же самое делаем со вторым сабвуфером и получаем также 1 Ом. Вот на этом этапе мы можем рассматривать каждый сабвуфер теперь как катушку. Просто представляете, что это у вас один сабвуфер. Вот она одна катушка плюс-минус, вот она другая катушка плюс-минус. И далее действует абсолютно тот же принцип. Если вы соединяете плюс с плюсом, минус с минусом, вы получаете один плюс и один минус. И сопротивление при этом у вас будет какое? Кто скажет, кто уже догадался, 0,5 Ом. При таком подключении вы сможете вытащить максимум с вашего усилителя. Не каждый усилитель сможет работать при таком подключении, но здесь вы получаете абсолютно полную гарантию, что вы вытащите с вашего усилителя максимум. То есть максимальную мощность усилитель будет отдавать, когда все плюсы сабвуферов у вас соединены вместе, все минусы соединены вместе. Не увлекайтесь, потому что здесь у нас версия 2 плюс 2, бывает версия 1 плюс 1. И в таком случае у вас сопротивление получится 0,25 Ом, а это уже далеко не каждый усилитель сможет потянуть, тем более бюджетный. Если нам не нужно полома, а нужно, например, 2 Ома, мы делаем все то же самое, что делали до этого с одним сабвуфером. Только тогда у нас перемычка была между катушками, а теперь у нас в роли перемычки выступит одна из пар каждого сабвуфера. Плюс одного сабвуфера замыкаем на минус другого, и у нас остается вот этот плюс и минус. Сопротивление при таком подключении у нас получается сколько? Давайте вспомним. Каждый сабвуфер у нас подключен параллельно, то есть на каждом сабвуфере по 1 Ому, и между собой они подключены последовательно. То есть сопротивление у нас получится 1 плюс 1 Ом, то есть 2 Ома при параллельном подключении. Это нам нужно, например, если мы хотим выйти на заявку усилителя в 2 Ома. При данной компоновке и при данном усилителе, который там в 1 Ом отдает 900 Вт, вам нужно подключать все параллельно. Если же сабвуферы бы у нас были 1 плюс 1 Ом, да, нам желательно было бы их подключать последовательно. Таким образом у нас каждый сабвуфер был бы в 0,5 и между собой они были бы в 1 Ом. Мы получили таким образом те же 900 Вт. Оставшиеся плюс и минус вы подключаете к моноблоку. Соответственно, в плюс и в минус. Какой к плюсу, а какой к минусу, абсолютно не важно. От этого зависит только то, будет он играть в одной фазе с мидбасами или в противофазе. Можете не заморачиваться на этот счет, но если вы даже
знаете, для чего нужна фаза, и вам она не нравится. Как правило, на усилителях в настройках есть здесь фаза. Вот здесь у нас она не плавная, или 0, или 180. Она у вас это и меняет. Это влияет только на задержку, с которой звук, который воспроизводит сабвуфер, будет доноситься до слушателя. Часто на моноблоках бывает 2 плюса и 2 минуса. И если это моноблок, они абсолютно одинаковые. То есть плюс один это то же самое, что плюс другой. Они запараллелены, то же самое с минусами. К какому подключать абсолютно не важно. Если провода у вас скручены, вы можете их раскрутить и подключить один плюс и второй плюс к плюсам, другие к минусам. Тоже ни на что это влиять не будет. Настройки моноблока в этом случае я вам покажу стандартные, чтобы никто не заморачивался, чтобы долго не объяснять. Гейн вы крутите на максимум и чуть-чуть назад. Впоследствии вы можете регулировать уровень баса им, либо регулятором баса, если он в салоне, либо уровнем сабвуфера с магнитолы. Ну, при первоначальной настройке ставьте максимум и чуть-чуть назад. И потом очень аккуратно добавляйте с магнитофона уровень. LPF вы ставите на максимум. Как правило, это 250 Гц. И чуть-чуть назад, чтобы порядка 100 Гц он вам ограничивал. В принципе, это не критично, потому что LPF фильтр у вас будет на магнитоле, на канале сабвуфера. И вы будете резать сабвуфер с него фильтром LPF. Ну, чтобы не заморачиваться, и если вы не знаете, о чем речь, ставьте на максимум и чуть-чуть назад. Если у вас нет фильтра на магнитоле, просто слушайте, пока сабвуфер перестанет воспроизводить верхние частоты. Голос, грубо говоря, пока из него доносится там женский или мужской вокал, крутите против часовой стрелки этот фильтр, пока он не будет воспроизводить только низкие частоты. Бас-буст я не рекомендую включать, только на самых слабых системах, когда вам прям вот очень не хватает мощности с моноблока или с двухканальника или с четырехканальника. Если есть такой регулятор, крутите его только в крайнем случае. Я вам очень не рекомендую его крутить. Бывает у нас еще Subsonic такой фильтр, либо он может называться HPF. Если бы он здесь был, мы крутим его на минимум и потом по часовой стрелке добавляем где-то на 10-11 часов, чтобы сабвуфер не воспроизводил самые нижние частоты, если они вам не нужны. Если у нас не моноблок, а, к примеру, четырехканальник. На любом четырехканальнике и двухканальнике есть режим мостового подключения. Вот здесь он написано Bridget, если видите, плюс-минус. Представьте, что это двухканальник, то есть у нас вот этих площадок нет. У нас есть плюс-минус одного канала, плюс-минус другого. Мы берем плюс одного канала и минус другого. Вот таким образом у нас получается мостовое подключение. Два канала между ними, как правило, они вот так выглядят. И мы не трогаем. Если это четырехканальник, вот как сейчас вы видите, значит у нас можно подключить второй мост. Плюс одного канала с минусом другого. Ну, как правило, задействуют эти на динамике, а другие два канала мостом плюс и минус на сабвуфер. Собственно, это будет то же самое, что подключиться к моноблоку. Но я очень не рекомендую использовать четырехканальники и двухканальники. Если есть бюджет на моноблок, лучше всегда ставить моноблок. Рассмотрим варианты. Первый вариант. У вас уже есть сабвуфер, и вы не знаете, какой под него выбрать моноблок. Сабвуфер у вас, допустим, 500 Вт, и сопротивление катушек у него 4 плюс 4 Ома. В таком случае мы можем подключить его либо в 8 Ом, либо в 2 Ома. 8 Ом, конечно же, отпадает, потому что у нас практически нет усилителей, которые в 8 Ом отдадут нам достаточно мощности. Нам нужно искать усилитель, который в 2 Ома отдаст нам 500 Вт. Все очень просто, но с запасом. То есть смотрим, если на нем написано в 1 Ом киловатт, в 2 Ома 800 и в 4 Ома, допустим, 500. Нас этот усилитель устраивает, потому что в 2 Ома он отдаст нам 800 Вт с запасом под наши 500. Все очень просто. Рассмотрим второй вариант, когда у вас уже есть моноблок и вам нужно под него подобрать сабвуфер, либо 2, либо больше. Например, у нас моноблок есть с той же заявкой в 1 Ом 1 киловатт, в 2 Ома 800, допустим, и в 4 Ома 500. Какой САП нам нужно подобрать? Прежде всего, нам нужно подобрать САП по мощности. Да? Если мы знаем, что наш моноблок работает в 1 Ом стабильно, мы можем искать сабвуфер около 1 киловатта. То есть в заявке должно быть порядка 900 Вт РМС на сабвуфере. Однако при этом у нас может возникнуть сложность с катушками. Допустим, этот сабвуфер у нас с сопротивлением 4 плюс 4 Ома. Такой сабвуфер нам не подойдет под этот моноблок. Просто потому, что он может работать либо в 8, либо в 2. В 2 Ома он нам отдаст мало, всего 800 Вт. В 8 Ом он нам вообще практически ничего отдавать не будет. Соответственно, такой сабвуфер нам не нужен.
пока. Будет еще один вариант, когда он нам пригодится. Если мы возьмем сабвуфер 2 плюс 2 Ома, мы можем подключить такой сабвуфер в 1, либо в 4. При подключении в 1 Ом мы получим как раз то, что искали. То есть 900 ваттный сабвуфер с киловаттным моноблоком. Все отлично. При 4 Омах ему будет не хватать. То есть он будет получать 500 ватт при заявке в 900. Почти в 2 раза меньше. Скорее всего вы спалите, если будете слушать на максимум. В общем, не подбирайте моноблоки ниже заявкой, чем сабвуфер. Лучше переизбыток мощи, чем недостаток. Второй случай, о котором я говорил, когда высокое сопротивление нам может подойти, это когда у нас сабвуфер будет с заявкой ниже, но их будет 2. Соответственно, 4 плюс 4 нам под тот моноблок не подходил при 900 ваттах РМС. Но если у нас будет 2 сабвуфера таких по, например, 400 ватт, и каждый будет подключен параллельно, то есть один сабвуфер 2 Ома и второй сабвуфер 2 Ома, вместе они будут подключены в 1 Ом. И моноблока киловаттного в 1 Ом на них двоих при заявке каждого в 400 ватт нам хватит с головой. В принципе, вообще ничего сложного нет. Вот Артем после подключения Хаммера, мне кажется, может с закрытыми глазами 2-4 сабвуфера подключить. Чтобы было понимание, в Хаммере, сейчас я вам нарисую просто, какие бывают типы подключения. Вам тогда 2 сабвуфера сразу покажется очень легким. Давайте нарисуем, что у нас стоит в Хаммере. У нас стоит 8 сабвуферов. У каждого 2 катушки. Соответственно, каждый сабвуфер, я не буду сейчас вспоминать, как подключено, мы сейчас с вами виртуально это все подключим. Каждый сабвуфер у нас сделан последовательно, да, чтобы было понимание, как мы до этого рассматривали. Плюс одной катушки соединен с минусом другой. Оставшиеся плюс и минус идут дальше. Соответственно, здесь у нас также есть, да, понимание, что все эти сабвуферы нам надо спараллелить. И это у нас получается один мост. Все это усложняет то, что у нас здесь разные контуры усилителей. А еще больше усложняет то, что усилитель не 1, а 2. Я еще раз говорю, я это все рисую для примера, чтобы было понимание, какие задачи при подключении приходится решать в спортивных, там, в шоу-карах. Поэтому, если вам сейчас кажется, что у вас взорвался мозг, представьте, что вам вот это все решать не нужно, а у вас есть просто 2 сабвуфера с плюсом, минусом, плюсом, минусом. Если вам нужно вытащить с моноблока максимум, вы берете плюс, плюс, плюс и плюс. И подключаете к плюсу моноблока. И то же самое делаете с минусами. И подключаете к минусу моноблока. Это параллельное подключение 2 сабвуферов. При таком подключении у вас будет моноблок отдавать максимум мощности. Прошу не забывать, что когда моноблок отдает максимум мощности, он потребляет максимум тока. Вам нужно очень хорошее питание, когда вы тащите таким образом с моноблока все, что он умеет. Как подключить динамики? Наверное, про это мы снимем отдельное видео, но сейчас я так просто вкратце расскажу, что динамики подключаются абсолютно точно так же. То есть принцип тот же самый. Единственное, что упрощает, это то, что динамики, как правило, в 99% случаев у них одна катушка, а не 2. То есть представляем дверь, представляем 10 пар серединок, 6 пар пищалок. Это все подключить очень сложно, на первый взгляд. Ну, надо абстрагироваться от того, что этого куча, делать между собой 2 динамика, потом понимать, последовательно или параллельно делать их между собой, ориентируясь на то, к какому моноблоку, да, либо 4-канальнику, либо 2-канальнику они подключаются. Сколько нам на выходе нужно получить сопротивление, в каком сопротивлении наиболее комфортно будет работать 4-канальник, либо 2-канальник, либо моноблок. И какая будет суммарная мощность подаваться на все эти динамики. Сложно с первого взгляда, ну, я думаю, мы в следующем видео рассмотрим, как подключать много динамиков в двери. А пока, в принципе, вот там часто задают вопрос, как мне подключить 2 мидбаса. Все очень просто. Вы берете 2 мидбаса, каждый, например, по 8 Ом. Плюс одного соединяете с плюсом другого, минус с минусом. Подключаете к одному каналу на усилителе. И получаете 4 Ома. Как правило, все усилители, там 4-канальники, у них есть заявка в 4 Ома. Получаете нужную мощность. Например, если эти динамики у вас были каждый по 180 Вт РМС, да, то нам нужно порядка 400 на этом канале 4 Ома. Вряд ли вы найдете такой усилитель, поэтому выбирать динамики не 8, а 4 Ома. Чтобы у нас получилось здесь 2.
и усилитель отдавал уже нам больше мощности. Все это расскажем в видео про подключение динамиков. И очень сложно на самом деле это все рассказать. То есть я в этом разбираюсь, с закрытыми глазами это могу сделать. Но очень сложно всегда научить и в доступной форме рассказать. Я прекрасно понимаю, я мог где-то ошибиться, где-то что-то не договорить. Поэтому обязательно пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Мы их рассмотрим, ответим на актуальные. Если это будут вопросы, ответ на которые есть в этом видео, извините, но они останутся без ответа. Очень сложно одно и то же повторять много раз. Это видео, собственно, и записано для того, что нам задают очень много вопросов. Надеюсь, мы облегчили жизнь не только тем, кто будет это ставить и слушать, но и продавцам, да, потому что им очень часто задают эти вопросы, могут давать просто ссылку на наше видео, и люди могут спокойно подключать все это самостоятельно. Более того, я думаю даже, что очень многим установщикам пригодится эта информация. К нам очень часто и очень много машин приезжают после других установщиков, и мы просто вот с такими вот глазами смотрим, как до нас подключали люди, и понимаем, что вот эти вот элементарные вещи, которые в интернете есть в свободном доступе, огромное количество материалов, но люди ленятся их читать, сразу теряются с этими омами, ватами, делают просто как душа пожелает, а потом мы с этого даже не смеемся, нам очень печально, нам очень хочется плакать. Еще раз задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Спасибо всем за то, что досмотрели видео до конца. Это был Loud Sound, всем пока, живите громко. Мы получим 1 киловатт. Это хуйня какая-то, что я сказал? Тогда не получается, да? С этого усилителя будет уже лететь... Блядь. Я уже сам запутался, сука. Самое хуйное это потом сводить все.